Как любят вопить квасные патриоты, крепостное право – это совсем не рабство, а право. Поэтому нельзя их сравнивать и очернять нашу великую историю. Ну что же, сравнивать и не будем. Просто расскажем о том, какими методами владельцы русских душ приводили онные к покорности и повиновению. Соборное уложение с 1649 года закрепило за крестьянами их право на отсутствие прав, а за помещиками и вообще любыми облеченными властью людьми право на физическое насилие. Жестоко порицались лишь убийства крестьянина, но такие случаи крайне редко доходили до суда, и там спускались на тормозах. Поэтому угнетение приобрело характер экономической, физической и сексуальной эксплуатации. Звери алчные, пьявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не только дар земли, хлебу и воду, но и самый свет. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. К 1861 году крепостных крестьян было 23 миллиона человек из 60 миллионов населения. То есть более половины подданных империи было лишено прав. Еще 30 миллионов человек относились к государственным людям, то есть были приписаны к казне, но по сути не отличались от крепостных. Юридически они отличались от африканских рабов двумя признаками. Они содержали себя сами, выращивая пропитание для себя и для барина, в отличие от негров, которых кормил хозяин. А также по закону их нельзя было чрезмерно притеснять. Но эта норма де-факто не работала. В самых жутких случаях помещикам давали смехотворные наказания. Помещица Белорукова забила насмерть просмоленной веревкой крепостную девочку 9 лет. Процесс затянули так, что информации о наказании не нашлось. Было ли оно вообще? Кроме того, у помещика было право на бессрочный розыск крестьянина, что делало жизнь последнего полностью перечеркнутой в случае побега. Искать его будут всю жизнь, и если найдут, то кара будет жестокостью палачей. Оттого беглые уходили в сибирскую глушь, на Кавказ, бежали в Польшу или Литву, с глухими лесами за 1000 верст, иначе не спастись. Помещик Николай Струйский из Пензы собрал в имении целую коллекцию пыточных инструментов, что само по себе не было удивительным. Он прославился домашним тиром, где его рабы бегали по огороженной территории и крякали как утки, а помещик и его друзья, забавляясь, стреляли в них. В ходе таких забав помещик убил около 200 человек. Праздность и безделье породили у помещиков графоманию, которая оставила множество трудов по управлению имением и крепостным днем. Например, журнал домового управления, тетрадь, в которой заносились хозяйственные распоряжения одного помещика начала XIX века. Здесь на крепостных за каждую мелочь сыпались плети сотнями, розги тысячами ударов. Было строго дифференцировано отношение удара плетью к удару розгой. Удар плетью равнялся 170 розгам. Автор тетради жил в Москве, где проживало несколько его дворовых людей на оброке или в обучении мастерствам. Всякий праздник эти дворовые должны были являться в дом господина на поклон. За неявку назначена 1000 розг. Наказанный тяжко мог ложиться в господский госпиталь. Впрочем, было определено точно, сколько дней каждый наказанный мог лежать. Срок зависел от количества ударов. Наказанный сотней плетей или 17 тысяч розг мог лежать неделю, получивший не более чем 10 тысяч розг – полнедели. Кто лежал более, того лишали хлеба и вычитали соответствующую долю его месячного жалования. Вообще строгой причины для битья не было. Били как за настоящие проступки, так и за мелочь. Например, плохо чешет пятки или мало собрали земляники в лесу. Все зависело от прихоти барина. Но законом четко регламентировалось избиение всех старших членов семьи за укрывательство беглых крепостных. Перед самой отменой крепостного права телесные наказания максимально смягчили. Розги до 40 ударов, палки до 15 ударов, заключение в сельской тюрьме до 2 месяцев и в смирительном доме до 3 месяцев. Отдача в арестантские роты на срок до 6 месяцев,
Но называть даже десяток калечащих ударов смягчением довольно сложно. Дворовую Прасковью Ларионову забили на глазах помещицы Салтыковой, которая на каждый стон жертвы поминутно выкрикивала: «Бейте до смерти!». Когда Ларионова умерла, по приказу Салтычихи ее тело привезли хоронить в подмосковное село, а на грудь убитой положили ее грудного младенца, который замерз по дороге на трупе матери. Надо сказать, что Салтычиха в своем садизме поразила даже прочих и была осуждена самой Екатериной, проведя 33 года в яме монастыря. Но все же Салтычиха была крайней степенью, маньяком своего времени. Более умеренным же тираном все сходило с рук. И сама императрица всей Руси, в часы дума царствия, получаемая гуманистами из Франции, признавала, что инструменты для наказания есть в каждой усадьбе помещиков, как и люди, готовые их применять. Злосчастная моя судьба привела меня однажды к соседству с конюшней, где обыкновенно выполняются экзекуции крепостных, провинившихся или даже только подозреваемых в каком-то домашнем проступке. «Отпустите меня!» – выкрикивала молодая девушка. «Я больна, и вы не имеете права бить меня в таком положении. Я беременна», – говорила другая женщина. «Если станете меня сечь, то лишите жизни ребенка, которого я ношу под своим сердцем. Я здесь для того, чтобы вас сечь, а не для того, чтобы выслушивать ваши возражения», – отвечал им суровый экзекутор громовым голосом. «Если бы всех их слушать, все они были бы больны, либо брюхаты. Дальше поторапливайтесь». И снова отчаянные крики и удары начали перемешиваться между собой. Француз Руа. Помещичьи дворянские дети предпочитали лишаться невинности с крестьянскими дочерьми, так как до проституток необходимо было ехать в города, да и крестьянки были более надежным и безопасным вариантом. Нередко помещики собирали целые гаремы в имениях и щедро делились ими с друзьями или подросшими детьми. Чудовищное состоит в том, что нередко помещики насиловали не просто крестьянских девочек, но иногда и собственных дочерей от крепостных матерей. Подробности чрезвычайно разнообразны. Иной помещик заставляет удовлетворять свои скотские побуждения просто силой власти и, не видя предела, доходит до неистовства, насилуя малолетних детей. Другой приезжает в деревню временно повеселиться с приятелями и предварительно поет крестьянок, и потом заставляет удовлетворять их собственные скотские страсти и своих приятелей. Редкая девушка из дворовых избегала сластолюбивых покушений 50-летнего старика. Сверх того, в одном из флигелей его дома жили 16 горничных. Окна во флигеле были загорожены решеткой, двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Так писал Пушкин в Дубровском, в его доцензурной версии о нравах его современников из дворянских фамилий. Сам, впрочем, мало отличался от них. Сопротивлялись ли крестьяне? Безусловно. Известный содержатель крепостных гаремов Измайлов однажды устроил попойку и оргию, для чего согнал крестьянок, однако их оказалось мало. Тогда он распорядился пригнать женщин соседнего села. Неожиданно помещичьих охотников и числа дворни там избили и женщин не дали. На следующий день Измайлов со товарищами и дворней налетели на село и сожгли его, а находившихся на покое крестьян избили и порубили саблями. Одну из своих наложниц Измайлов заполучил в 12-летнем возрасте, на десяток лет посадив ее под замок. Когда она попросила свидания с родными, он приказал всыпать ей 50 плетей. Ей еще повезло, ведь другую наложницу, нимфу, он повелел избить розгами, а затем отправить на завод каторжанам, где она и сгинула. Закон не давал крестьянину никакой защиты, кроме жалобы в глухой и слепой имперский суд. А вот помещику оставлял много вариаций произвола. Для самых строптивых у помещиков было несколько видов ликвидации. Тайное убийство, когда жертву в тихом месте прикончат подручные барина или кто-то из своих же крестьян за плату или послабление. Порка за провинности, за которую неугодный случайно умрет. Сдача в рекруты в армию, из которой не было возврата, так как 25 лет службы в постоянных войнах не оставляли шансов выжить. Продажа жертвы другому помещику или сдача ее в каторжные работы. Наконец, провокация на преступление с обличением, поимкой, пытками, выжиганием на лбу и щеках литер статьи закона и отправкой в Сибирь. Ссылать в Сибирь было особенно популярно. Из-за закона 1765 года
который засчитывал сосланных за рекрутов. Перед каждым набором помещик ссылал в Сибирь всех хворых и старых, а также неугодных, за что ему убирали рекрутский долг и не забирали в солдаты более сильных и более лояльных. Сиверс в письме к Екатерине говорит, что во время набора 1771 года русская армия благодаря этому праву лишилась по крайней мере 8000 хороших солдат. Сиверс высказывает сомнение, дошла ли хоть четвертая часть этого числа сосланных до места. Академик Паллас, путешествуя по Сибири, видел там этих сосланных, многие из них жили без жен и детей, хотя закон Елизаветы запрещал при ссылке разлучать жен с мужьями. Сосланные жаловались Палласу, говоря, что они очень тоскуют по покинутым детям, и что если бы они были сосланы с семьями, то считали бы себя в ссылке более счастливыми, чем на родине, по другой землевладельцев. В 70-х годах в Тобольской части Енисейской губернии таких сосланных с 1765 года считалось свыше 20 000 человек. Граф Визанур, индиец в русском подданстве, выстроил в имении целую мировую карту с домиками в разных стилях, у которых стояли статуи местных жителей. Гости удивлялись такому диву еще более, когда узнавали, что статуями служили голые живые люди, мужчины и женщины, покрашенные в белую краску. Они, когда граф гулял в саду, часами должны были стоять в своих позах, и горе то или тому, кто пошевелится. Однажды во время прогулки Венера ожила и бросила в графа песок, а сзади статуя Геркулеса проломила графу голову дубиной. Венеру запытали при следствии. Геркулеса после пыток сослали в Сибирь. Крестьяне бунтовали, до сотни случаев за год по всей стране. Как правило, такие выступления подавлялись дворней помещика, подмогой соседей или местным гарнизоном солдат. Неграмотные, безоружные, они слабо понимали, что бунт – билет в один конец, и легко соглашались на мелкие уступки помещика. «Уймитесь, барин раскаялся». За этим следовала жестокая месть. Мы мало знаем о мучениях крестьян, так как они не оставляли мемуаров, а судебные дела по ним вершились крайне редко и с большой неохотой. Однако и помещичьи усадьбы горели нередко. Финалом расправы с крестьянином от помещика была высылка в Сибирь. Как правило, после пыток, клеймения и суда это была высшая точка, до которой доходили самые упорные и непримиримые. Только за первые 20 лет XIX века в Сибирь сослались 4000 крестьян. С учетом каторжан и вольных переселенцев в Сибири не только не было крепостного права, но и сформировался субэтнос из потомков людей, не терпящих кнута, что отличало сибиряков от русских и до времен индустриализации и Великой Отечественной войны, когда Сибирь заселили выходцы из Центральной России и Украины. 20 мая 1842 года в России был опубликован указ о предании суду и наказании российских подданных, которые будут изобличены в каком-либо участии в торге неграми. Совершившим это преступление грозили наказания, предусмотренные в российских законах за разбой и грабительство на морях. До отмены крепостного права в самой России оставалось еще почти 20 лет. Приглашаю подписаться на Boosty и Patreon, где освещаются более одиозные темы. Оставляйте в комментариях ваше мнение о причинах такого положения с крепостными в России. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.